И всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. И сегодня у нас выходит неделя новостной блок по играм Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Начнем с такой новости, как переделка Швейцарии, Альпийские дороги. Мы действительно ценим положительные отзывы, которые вы оставили нам после последнего сообщения в блоге, посвященному переделке Швейцарии Ремейк. Я что, ссылочку в правом углу экрана на тот пост, самый первый. Мы решили, что сможем еще больше вас раздорить, показав вам еще больше снимков местных Альп и подготовив самых смелых из вас к сложному путешествию по альпийским дорогам. Несмотря на то, что Швейцария окружена прекрасной природной альпийской дорогой, Швейцария не для слабонервных. Приготовьтесь к настоящему приключению, прогладывая извилистые тропы на опасных высотах. Мы не хотим вас пугать, но вам понадобятся стальные нервы и непроведенное мастерство, чтобы покорить эти сложные трассы. Крутые повороты, узкие проезды и потенциально плохие погодные условия подвергнут испытанию вашего водительского мастерства. Ну что ж, справитесь ли вы с этой задачей? Если да, сообщите нам об этом в комментариях здесь или в социальных сетях. Пока вы будете этим заниматься, обязательно следите за нашими профилями в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, чтобы оставаться в связи со всеми последними новостями, касающимися Euro Truck Simulator 2 и будущих проектов. Это была первая новость. За этот месяц переходим за эту неделю переходим к следующему новости, а именно следующая новость: переделка в Германии фабрика Винсент и Фельдерер. Как вы, возможно, знаете, сейчас наша картографическая команда была занята переработкой Германии, чтобы перевести ее в соответствии с нашими текущими стандартами картографии. Сегодня мы рады поделиться с вами захватывающим проектом, над которым мы тесно сотрудничали с нашими друзьями из Фельдерерс. Давайте посмотрим поближе, не так ли? Добро пожаловать в Винзе, очаровательный городок, расположенный к югу и востоку от Гамбурга, где находится знаменитая фабрика Фельдер. Мы рады сообщить, что она будет доступна владельцам дополнения Ferdinand DLC в предстоящем обновлении 1.48 для Euro Truck Simulator 2. Наша картографическая команда работала вместе с командой Фельдер над воссозданием этого объекта в игре с максимальной точностью. Его реальный аналог занимает огромную площадь промышленной недвижимости, площадь 900 квадратных метров, включая доступное для крана помещение, в котором проводятся операции, связанные с переработкой алюминия для специальных силозовых любого объема. Наряду с процессом производства автомобилей на этом предприятии также находятся все основные функции, связанные с продажей и администрированием Фельдер, а также центрального отдела, связанного с глобальными продажей запасных частей. Водители в Euro Truck Simulator 2 смогут доставлять грузы на двух новых склада в пределах заводских территорий, обратно на один из которых доставляется стол, необходимый груз, запчасти и многое другое, а на другой новые прицепы, только что сошедшие с конвейера для доставки предприятия и клиентов по всей Европе. Небольшая часть окружающей пригорода Венезе также была воссоздана нашей картографической командой. Хотя этот район представляет собой скорее живописный перевал, мы уверены, что вам все равно будет приятно проезжать по нему. Мы хотим бы поблагодарить замечательную команду Фельдер за всю их помощь в этом проекте. Без них этот проект бы невозможен. Мы не можем дождаться, когда вы сами сможете все это изучить. Мы обязательно дадим вам знать, как только она будет готова. До тех пор продолжайте работать. Ссылочка на данное DLC Фельдер находится в описании данного видеоролика. Переходим к следующей, третьей новости за эту неделю. Приглашаю вас посетить Boosty. Вы увидите закадровые смешные нелепые моменты и узнаете о планах канала. Некоторые из вас, возможно, заметили появление на внутриигровых рекламных счетах реальных активов компании по набору персонала в American Truck Simulator от Nationals, одна из крупнейших логистических компаний в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что ранее мы использовали внутриигровые рекламные счета для демонстрации различных интересных обновлений, таких как поступление новых грузовиков Кемровш и рекламные акции для нашего мероприятия Water. Это новое дополнение сейчас находится на стадии тестирования, и мы считаем, что оно обещает продолжить что-то ценное как для наших игр, так и для автомобильной промышленности. Наша основная цель входит за рамки простой рекламы. Мы стремимся предоставить возможности, которые органично привлекают внимание к интересным деталям нашего игрового мира, ценностям с более глубоким смыслом, введение кампании по набору персонала. В дальнейшем
основываясь на это введении. Вот почему, когда обратился к нам с просьбой помочь им с компанией по набору персонала, мы были рады сотрудничать, поскольку это представление нечто новое, а также позволяет нам удовлетворить потребности отрасли грузоперевозок в целом, учитывая текущую нехватку квалифицированных специалистов. Репутация и легитимность, как одной из ведущих логистических компаний в США, не вызывает сомнений. Мы рассматривали это партнерство как шанс отправиться в новое путешествие и провести эксперименты, которые потенциально могут оказаться положительным влиянием, и мы благодарны за эту возможность. Мы уважаем ваш игровой опыт и хотим, чтобы он оставался приятным и захватывающим. Мы считаем, что размещение отраслевого контента в игре может быть как актуальным, так и полезным. Кроме того, бесчисленное множество игроков проходит мимо наших внутриигровых рекламных щитов. Кто знает, кто-то может наткнуться на объявление о наборе персонала, побуждаешь его или его другая рассмотрит заявку на работу, или, возможно, подумать о карьере в сфере грузоперевозок. На данный момент мы выбрали АТС в качестве полигонов для тестирования этих динамических рекламных щитов. Начав с контента только на английском языке, мы можем сосредоточиться на доработке эксперимента без сложности локализации. Положительные отзывы, которые мы получили от тех, кто заметил это изменение, вдохновили нас продолжить изучать возможности представления значимых визуальных ресурсов, входящих за рамки традиционной рекламы. И вместе мы можем создать более захватывающий и целенаправленный внутриигровой мир. И мы безмерно рады видеть, как эти партнерства переводят нас в будущее. И переходим к последней новости за эту неделю. Платный за проезд по магистралям Оклахомы. Исторические дороги, взимающие плату за проезд, были обнаружены в Оклахоме с 1916 года, что является самой ранней известной платной дорогой, зарегистрированной в штате. Сегодня плата за проезд по магистралям является важным источником финансирования автомобильных дорог во многих штатах США, принося пользу местной экономике, содержанию дорог и чистоте. Мы уверены, что в нашем предстоящем дополнении Оклахома для American Truck Simulator вы в конечном итоге проедете, по крайней мере, одну из нескольких магистралей на своем пути. Каждый из них немного уникален по-своему, со своим названием и дизайном. Эти пункты взимания платы продуманы, спроектированы и расположены посередине каждой магистрали, таким образом, что водитель не может съехать с дороги, не проехав мимо их. Аналогичная платежная система в Калифорнии взимается единовременная плата за всю участок дороги, по которому вы приезжаете. Возможно, вы уже знакомы с этим American Truck Simulator по Калифорнии. Сегодня большинство таких сборов используется более современную систему безналичной оплаты, в которой используются камеры, считывающие номерные знаки и устройства электронной маркировки в транспортных средствах. Тем не менее, наша картографическая команда по-прежнему хотела бы объединить старую и новую, поскольку Оклахома в настоящее время находится в процессе перехода на безналичный расчет. Это означает, что вы по-прежнему будете визуально видеть некоторые из старых кассовых будок и другие конструкции на месте, но с преимуществом использования безналичной системы и без необходимости полной остановки вашего автомобиля. Так что любите вы их или ненавидите, плата за проезд по магистралям – это лишь одна из многих частей инфраструктуры автомобильных дорог и межштатных автомагистралей, которые вы найдете по всей Оклахоме и за пределами. Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать больше того, что будет доступно в этом дополнении в ближайшем будущем. А до тех пор продолжайте ездить на грузовиках. Ссылочка на DLC Оклахома в описании данного видеоролика. Ну что, дорогие друзья, как вам прошла? Как вам недельные новости по играм Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator? Я что это пилотный выпуск. Посмотрите, вам понравится или нет недельные новостные блоги. Оцените в комментариях, поставьте лайк, колокольчик. С вами был, как всегда, я Михаил с канала Пайкмейкер. И всем пока-пока-пока.